рано. Полное гнездо. Буду забирать. Ой, класс, какие голубые красивые яйца. Красота какая. Какая красота, голубые яйца Мераукана. И сейчас Мераукана сегодня переезжает в курятник. Посмотрите, что с головой. Срочно надо лечить рану. Смотрите, открытая рана. Это уже первый признак того, что их нужно переселять. Курочка активная, но рана открытая. Нужно срочно обработать. Тот, кто смотрит мой канал давно, наверное, догадались, что сегодня наконец-то наступил тот день потепления. И наступил день, когда я могу переселить курочек Амераукана. И переселять я планирую их в 3-й вольер. Но для того, чтобы их сюда переселить, мне нужно их сюда приучить. Поэтому я принимаю решение переселить их вот в этот вольер. А потом они здесь посидят недельку, привыкнут, я их открою. И они будут в огромном 3-м вольере жить и дальше. Но для этого мне надо этот вольер подготовить. Здесь чисто, здесь нужно побелить стены. Обязательно белю стены в курятнике известью. Это профилактика и паразитов, и санитарная обработка, чтобы все было хорошо. Все подготовлю, все сделаю. И очень-очень уже спешу их сюда принести, чтобы они наконец-то уже гуляли на улице. И посмотрите в гнездо индюков. Ничего не увидите, все спрятали. Смотрите, покажу вам. Смотрите, сколько яиц. 3, по-моему, яйца я оставляла, и того они снесли 5 яиц. Сделаем так, как было. Все. И начинаю заниматься подготовкой этого вольера. В вольере 3-м обметаю все куриные пухи, которые висят. Вы знаете, кто держит кур. Все под потолком висит. И я сейчас все это обметаю. А для того, чтобы это сделать без ущерба для птицы, бройлеры сейчас на улице. Бройлеры на улице, чтобы они не дышали этой пылью, под моим присмотром. Пока я занимаюсь вольером, подготовкой вольера для Амераукана, пусть они немножко на солнышке погуляют. И даже если захотят, могут покушать траву. Это бройлеры КОП 500. Вес каждого из них приблизительно 7 килограмм. Может быть 7 с хвостиком. Вот такие большие 2 курочки. Перезимовали у меня в курятнике в 3-м вольере. И потихоньку понемножку несли яйца. До тех пор, пока не начали их кушать. Наблюдаю за ними, а сама продолжаю работать в курятнике. Сейчас осядет вся эта пыль, которую я веником сметаю. И буду белить, вернее, известью делать побелку в курятнике. Гуляют, кушают траву. И оставить ни на минуту не могу. То петух подойдет, их клюет. Вот.
Все, погуляли и надо заходить. Обижают, да? Обижают тебя. Все, пыль осела. Буду загонять бройлеров, потому что их клюют и куры, и петух. Пусть сидят в вольере. Давайте заходите, мне надо работать, я не могу за вами здесь ухаживать, наблюдать, охранять вас. Заходи. Вот кто спрашивал меня, почему я не выпускаю бройлеров на волю, вот они выйдут, когда меня нет на даче, а сами сюда не зайдут через эту бровочку. Вот смотрите, эта птица большая, и здесь нужно ее переносить в руках. Давай, заходи. Заходи, покажи, как ты ходишь по лестнице. Заходи. Не хотят заходить. Понравилось. Надо руками заносить. Сами не зайдут. Давай, заходим. Заходим, заходим. Давай, давай. Помогла зайти. Сами не идут. И второму тоже помогаю. Сами идти не хотят. Заходите, мне некогда с вами. А вас могут обидеть. Заходите. Все. Пыль осела, все хорошо, дышать здесь можно. Практически все готово. Кормушка стоит уже с зерносмесью. Гнездо с яйцесборником стоит. Осталось только сделать здесь чашечные поилки и принести курочек. И сейчас я пойду за самым первым главным жителем этого вольера. И это будет петушок, который у меня жил отдельно отсажен. Вот этого петушка я хочу, чтобы он зашел сюда, в этот вольер, первый. А потом принесу к нему курочек. А петуха, который сидит сейчас с курочками, он у меня пока посидит с бройлерами. А когда я уже буду их выпускать на улицу, всех открывать буду этот вольер с возможностью выхода на улицу, и, естественно, площадь, пространство будет больше, и тогда я попытаюсь соединить всех кур Амираукана вместе, всех петухов. И надеюсь, что площадь будет больше, и они драться не будут. И для интереса взвешиваю этого петушка, который был отсажен отдельно. 6 месяцев петуху Амираукана. 2 килограмма 470 грамм. Вот он. 2 килограмма 470 грамм. Петушок, который был отсажен. Ему 6 месяцев. Идем, выходи. Вот такой красавец, смотрите. Гребешок такой красивый у него. Ушки такие с беленьким, красивые.
Бородка. Красивая бородка. Не бойся, ты уже пришел домой. Здесь и будешь жить. Так и будешь сидеть здесь? Понравилось сидеть в мешке? Иди. Но жить будешь здесь. Не бойся. Заходи, заходи, не бойся. Сейчас принесу тебе курочек. Ну как, нормально тут? Смотрите, какой красавец. С зеленым отливом. Иду за курочками для тебя. Несу курочек в курятник, и мне их так хочется выпустить на траву. Несу пока 2. Ну что, петушок, ты заслужил на курочек. Идите, идите к петушку. Не бойтесь. Заходи, заходи. Здесь, конечно, тоже не сильно просторно, тесновато. Приблизительно такое место, как у них и было и в том помещении. Но здесь есть высота. Здесь есть вот такие насесты. И тем более, что это их промежуточное переселение. Они привыкнут к этому вольеру, и потом я их уже выпущу вот так вот с открытыми дверями во весь вольер. А пока пусть привыкают. Иду за следующими курочками. Еще 2 красотки словила. Тяжеленькие такие. Еще 2. Принимай, красавец. Вот такие красивые. И этим курочкам 6 месяцев. 20 апреля им будет 7 месяцев. А сейчас несу курочку, которая с раной. Вот рана на голове у нее. И все раны я лечу йодом. Йод заживляет все самые большие раны. Это проверено. Я уже не 1 раз показывала, как я лечу курочек. Беру йод и обрабатываю любые раны у кур. И все это заживает бесследно. Самый лучший помощник в курятнике — это йод для обработки ран. Это и дезинфекция сразу идет, и быстрое заживление. И все быстро заживет. Все. Рана обработана, и можно ее отпускать. Все, и отпускаю ее. Даже могу на насест посадить. Садись. Садись здесь. Вот так. Все, иду за следующими. В мешке у меня петухи сидят, а в руках курочки. Вот такие 2 курочки идут сюда в вольер. Все, перенесла всех. Осваивайтесь. Теперь этого петуха, который поменьше,
Так, этого петуха, самого главного петуха, я посажу к бройлерам. И мне очень интересно его взвесить. Права ли я, что он меньше, чем вот этот петух? Сейчас его взвешу. Просто очень интересно самой. Как я это определила на глаз, что этот петушок меньше. Итак, второй петушок 2 килограмма 435 грамм. Всего лишь на немного меньше. И пока посажу этого петушка Амираукана вот сюда, к бройлерам. А ну-ка, иди к девчонкам. Не бойся, они на вид только большие. Заходи, заходи. Заходи, не бойся. Все. 2 курочки у тебя. А твои курочки рядышком, за сеткой. Посиди здесь немножко, а потом будешь вместе с курочками. Я думаю, что они помирятся. Ну и третьего петуха я отпущу сюда. Третий петух посидит здесь. Все на месте. 3 петуха и 7 курочек. Смотрите, принесла воду в вольер. 2 яйца лежит. Какие молодцы! Ну, за это воду получаете. Заберу сначала яйца. Рука мокрая. Молодцы, смотрите. Только переселила горячие, чистые голубые яйца. В гнездо не пошли пока. Но ничего, я туда сейчас наложу им пластиковых яиц. И они будут знать, куда нужно нести яйца. Забираю в карман. Горячие. Ой, какие они горячие. Класс. Когда я переселяю кур, вот это главный минус. Я всегда боюсь, что курочки будут стрессовать и перестанут нестись. Но в данном случае смотрю, что это не повлияло. Ставлю им воду. А в гнездо у меня есть вот такие пластиковые яйца. Это яйца, детская игрушка для разукрашивания, которые я использую в курятнике для привлечения кур к гнездам. Это яйца из твердого пластика, они не гнутся. И поэтому вот сюда вот так. И будет ясно, понятно, куда нужно нести яйца. Найдут. Амираукана — это очень умные куры. Ну что ты? Все нормально у тебя? Посидишь недельку, потом выпущу всех курочек и выпущу этого петуха. И будут свободно ходить по всему вольеру все. Вот так бы мне хотелось. А так я отсаживаю кур отдельно в этот вольер для того, чтобы они привыкли и знали, что здесь у них дом. Чтобы они не переживали, когда они будут находиться в большом третьем вольере.
А ну, не бойтесь. Я вам травы принесла, чтобы вы не боялись. А ну-ка. А ну-ка, траву будете? Конечно. Так, а ну выходи. Давай домой. Кушайте траву. Видите, как здесь вам хорошо? И траву вам принесли. Траву рву именно вот такую мелкую, мягкую. Кушайте. И петушку дадим с бройлерами, да? И здесь дадим траву. Кушайте. Петух научит бройлеров кушать траву. Надеюсь, что здесь им будет хорошо. Бройлеры, конечно, в шоке от этого амираукана. Он заставляет их нести яйцо. Показывает им, куда нужно нести. Они в шоке от него. Зовет их, зовет. Хочу посмотреть, как разместились амирауканы. Прекрасно, смотрите. На насестах сидят. Все отлично. А ну-ка посмотрим. Ты куда выходишь? Вот красоточки, смотрите. Вот это я понимаю. Молодцы. Вроде бы яиц больше нет. Все, можно ехать домой. За этих курочек я спокойна. Заходи. Я закрыла. Это я снимаю для себя, чтобы когда приеду домой, не переживала. Все закрыто.